у каждого автомобилиста есть два счастливых момента, когда ты покупаешь машину, когда ты ее продаешь. Я начал присматриваться к машинам еще год назад. Сначала, когда я воображал эту всю поездку по Африке, я себе представлял, как мы будем ехать на Defender, как это будет все круто выглядеть. Оказалось, что золотым стандартом де-факто для Африки является именно Toyota Land Cruiser. Желательно, причем 70-й серии, которая без всякой электроники. Как говорится, можно просто вынуть аккумулятор, толкать ее, и она поедет. В вопросе выбора машины я полностью доверяю Славе. Тут я не могу ни помочь, ни подсказать, но он всегда постоянно спрашивал, ну как тебе вот эта машина, как другая. Начал я это все искать еще летом прошлым, потихоньку приглядывался к машинам, но все не было идеального варианта. И так было приблизительно до зимы, да, уже я начал выбирать из тех вариантов, которые были в наличии. Ой, нам нужен очень автомобиль, потому что у нас нет автомобиля. А так у нас будет и свой автомобиль. Я нашел на сайте машину, показал ее Лене. У Лены, конечно же, загорелись глаза. Она, как девочка, в нее влюбилась с первого взгляда. Я поняла, что это она. Смотреть машину первый раз мы поехали 1,5 месяца назад в Германию. Это было прямо перед пасхальными праздниками. Нам все понравилось. Мы решили купить эту машину, но пришлось ждать еще около 2 или 3 недель, пока нам эту машину смогут отдать, пока там проведут техосмотр. И, конечно же, выходные этому всему не помогали. Едем забирать машину, но имя для машины еще не придумали. Но будем ли мы вообще придумывать имя для машины? Names don't mean crap. What you make that name mean is the real game. Когда мы поехали в Германию второй раз, чтобы уже забирать машину, мы это делали вместе с нашими друзьями. Накануне мы с ними переночевали вместе, пообщались и утром отправились уже на финальную инспекцию и прием автомобиля. I really like it. The old Toyota, that's cool. Автомобиль был построен несколько лет назад компанией, которая занимается специальной переделкой ленд-крузеров для таких поездок. В прошлый раз нас приняли с легендарной немецкой гостеприимностью в коридоре. Вот. Сказали подождать 15 минут. Типа нам сейчас все откроют, покажут. Интересно, сегодня будет гостеприимность такая же или получше. Сейчас узнаем, как тут клиентов принимают. Взглянув в глаза этому зверю, имя пришло само. Послушайте пьесу Леся Подеревянского. Казка про репку, а не ясно. Да, и там есть такой герой Мурзик Васильевич. Поэтому наша машина названа в честь Мурзика. Мы привезли с собой маленького инспектора. Инспектор Альма будет инспектировать машину. Ну все, теперь все девочки мои. Этот автомобиль – полноценный дом на колесах, который разработали прошлые владельцы этой машины. Cooking, washing the dishes. Wie cool. Oh, ich will mit. Looks good. Yeah. Yeah. That's top quality. German. Yeah, German top quality. I think so. На самом деле в этой машине столько функций, что без пол-литра не разобраться. Starter battery, auxiliary battery. There are some main fuses. There are the belts. Down you see 2 belts for the water pump and the alternator. This is the high lift. The lamps, the leadable fuel filter. Here is the pump. It's this position 4x4. When you have it on 4.2, thick is lighter, lighter. C-Tech, water pump, heater, Webasto. This is the wires from the solar plate. One is only the big one under the car. Okay, that's all. So much people do it wrong and then I have to send parts to South America. Том, конечно, продажник еще тот. Его отношение к клиентам удивляет, но, наверное, он пользуется тем, что он практически единственный на рынке предоставляет такие услуги. How much water do you think normally is needed for, I don't know, a month or a week?
Yeah. How many filters do we take? I have clients that need 50 liters in 2 days, and I can go 2 weeks with 50 liters. Okay. They clean the dishes, they need water to clean the body, then they clean the dishes again, then they clean the teeth, then they wash the car, and some people not able to travel. When I clean my teeth, the rest of the water I use to clean my window. Том, владелец компании, которая построила автомобиль, вылил на нас неимоверное количество информации. When you fix this, screw it with your knife or whatever you have and tool, screw it so nobody can open with the hand, and nobody will steal it. Yeah. Screw it, they can't open. And more than hands they don't have. There's a big box of keys with the car. I will give you. You have to find out. You have time enough in Africa. Від звичайного кота Мурзик відрізняється тільки розмірами, саблезубістю і гарним баритоном. Теперь это наша машина. Впервые в жизни я заправился на более чем 200 евро. И то это, по-моему, ты... И то, да, до полного бака не заправил, что интересно. Бака здесь 2. Представляешь, он был бы полностью на солнечных батареях и ехал бы. Он частично на солнечных батареях. Осталось подсоединить батареи к колесам. И, наверное, за день можно заряд собрать метров на 500. Казалось бы, машина в наших руках, и на этом можно собираться ехать домой. Но нам предстояло еще увидеть прошлых владельцев, потому что кто, как не они, расскажет нам лучше всего обо всех деталях машины. Когда мы забрали свою машину, то, казалось бы, должен был наступить счастливый момент. Вот у нас уже есть машина, но из-за того, что в процессе куча всяких было вопросов, что-то забыл Том сделать, чего-то не хватало, что он нам обещал, у нас настроение было немножко вымотанное. Может, мы, конечно, еще просто устали, но в целом мы ехали без вот этого чувства радости, и мы думали, еще ж даже поездка в Африку не началась, а настроения уже нет. Что-то здесь не то. Побывав у прошлых владельцев, настроение у нас поменялось. Они устроили нам радужный прием. Это очень не похоже на немцев, но, наверное, как раз путешествия делают нас ближе к друг другу. После того, как мы провели первую ночь в машине, нам полегчало. Мы проснулись, свежие, вышли, радостные, позавтракали и поехали домой. Наверное, этот путь создан для того, чтобы познать себя и уметь справляться с собой и говорить со своими голосами. Мы понимаем, что впереди очень большой путь, и будет много преград, много ситуаций, когда будет грустно, иногда тяжело, и надо справляться с этим. Несмотря на то, что нас поджимают сроки с ранним выездом, который уже совсем скоро, за это время мы даже успели побывать 2 недели в Лас-Вегасе на конференции и немножко попутешествовать. По законам жанра завтра мы опять уезжаем в Украину в рабочую поездку. В этот раз у нас будет офсайт, это будет в горах, в Карпатах. У нас будет целый день, посвященный обучению, потом еще целый день, посвященный совместным активностям. Все, кто работает в компании Atvix, собираются вместе, и у нас есть 2 или 3 дня, полностью выделенных на общение друг с другом. А в понедельник мы уже будем в Братиславе и начнем последний этап подготовки к поездке. Нам придется еще протестировать машину, наладить в ней быт, подумать, как мы будем готовить, записать еще один эпизод для вас, рассказать вам о визах, рассказать вам о приготовлении к путешествию. Так что скоро увидимся. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, оставляйте комментарии, ждем ваш фидбэк. Как жаль, но мы прощаемся с вами ровно на 1 неделю. Удачи вам, удачи, хотя бы за эти коротенькие 7 дней.